Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Камелот G. В сегодняшнем обзоре я хочу поговорить об ошибках, основных ошибках, которые допускают игроки World of Tanks, с тем, чтобы вас как-то сориентировать и помочь вам в каких-то игровых ситуациях. Эти ошибки, я замечал, допускают не только начинающие игроки, но и игроки, имеющие довольно большое количество боев. Смотрите, бой этот я выбрал не случайно. Команды откровенно слабые, особенно союзные. Видите, вся сплошь красная. Этот бой будет просто изобиловать грубейшими ошибками. И по нему можно просто писать пособие по тому, как не нужно делать. Первая грубая ошибка — это несоответствующее использование танка. Что касается Т-67, вот один мой друг Андрей, у него больше 40 тысяч боев, он говорит: ну как же, Т-67, у него же скорость, на нем нужно врываться, действовать активно. Вот это пример грубейшей ошибки несоответствующего использования танка. Запомните, Т-67 это классическая ПТ. Скорость ему нужна в основном для того, чтобы быстро поменять позицию. Проще говоря, оперативно сделать ноги. А отсутствие бронирования, медленная скорость поворота башни и медленная скорость поворота корпуса танка делают игру на этом танке по большей части, вплотную, вблизи, по большей части невыгодной и неудобной. Следующая грубая ошибка — это тактически неправильное ведение боя. Вот смотрите, 4 союзных танка отправляются на квадрат Е1. Это грубая ошибка, поскольку игроки знающие, опытные подтвердят мои слова, и мы это можем видеть воочию. В квадрате G1 имеется арочка, которая предоставляет игроку огромные тактические преимущества, поскольку, находясь в этой арке, большая часть вашего танка будет скрыта. Это во-первых. Во-вторых, если ваш танк имеет высокий коэффициент маскировки и соответствующим образом вкачан, при стрельбе вы даже не будете светиться. И Су-85Б вражеский был подсвечен и уничтожен именно потому, что либо у него не был некачанный экипаж, либо танк был не вкачан соответствующим образом. Итак, мы плавно переходим к следующей грубой ошибке. Это несоответствующая, неправильная прокачка экипажа. Если говорить в частности о Су-85Б, если, например, Су-85Б первым перком вкачать ремонт, это будет неправильно. Это будет все равно, что пытаться приделать ласты коту. То есть ПТ, которая практически не имеет брони, у которого маленький запас ХП, ему, в общем-то, ремонт не особенно нужен. Дальше, друзья, что касается тактики, смотрите, разобраться в тактических тонкостях, это все приходит с опытом. Сами вы разобраться просто в 2 словах это рассказать невозможно. Но на то существуем и мы. То есть где-то в обзорах, следуя нашим рекомендациям, вы будете эффективны. Я, например, прогрессировал в игре намного быстрее, чем остальные игроки. Я это замечал, поскольку мои друзья начали играть в 2010 году, и я в 2012. Мы довольно дружны, и часто друзья приходят ко мне в магазин, смотрят, как я играю, подсказывают, удерживают меня от каких-то опрометчивых вещей. Это мне очень помогало. Теперь дальше, следующая тактическая ошибка. Смотрите, союзный Excelsior, Су-76, китайская ПТ, уперлись там и пытаются как могут отбиваться. Они совершенно позабыли об оставшейся команде, обо мне, о Бишопе, о том, что если бы они отступили и вытянули противников на нас, то мы бы с Бишопом очень быстро оставили от вражеских танков только воспоминания. Так, что тут у нас происходит? Теперь еще одна грубая ошибка. Мы остались с Бишопом одни. Что должны делать противники в этой ситуации? Конечно же, они должны поехать и взять базу. И если бы мы с Бишопом приехали сбивать захват, а мы бы приехали сбивать захват, они бы нас легко убили. Но они проявляют жадность, легкомысленность, опрометчивость и едут нас добивать. Тут сейчас вы можете видеть, я пытаюсь убить прежде всего вражеский средний танк Т-28, поскольку в плане засвета он представляет для меня самую большую опасность.
Теперь следующая ошибка. Вот я остался против 4-5 наступающих танков противника. Большинство игроков выехали бы из-за угла и начали бы как-то отбиваться, отстреливаться. Это тоже была бы грубейшей ошибкой. То есть в таком случае игрок не использовал бы тактические преимущества своего танка. Что является тактическим преимуществом Т-67? Конечно же, его скорость, и его коэффициент маскировки высокий, и его обзор. То есть в данной ситуации 340 метров обзора Т-67 в сравнении с Хедзером, С-35СА, бодрым, особенно Хедзером, делают его супер зрячей машиной. Вот. Смотрите, кто из нас не сталкивался с такой ситуацией, когда пишут в чате: не бери, убьем. И вся союзная команда бодро едет и сливается. Вот мы видим примерно вот эту ситуацию. Сейчас я немножко откатываюсь от куста, убираю Хедзера. Снова возвращаюсь в куст, включаю стереотрубу и опять же начинаю использовать тактические преимущества своего танка. Высокий коэффициент маскировки, соответственно прокачанный экипаж, соответствующее оборудование. Тут я на всякий случай режу голду, чтобы не было никаких, так сказать, никаких неудобств. Вот я сосредоточенно жду бодрого, я жду, что он будет наступать где-то по линии А. Тут подсвечивается А40, то есть совершенно, видите, как незатейливо и просто играют противники. То есть слепой А40, он едет не то, чтобы поджать меня где-то под стеночку, он просто выезжает посередине. Потом, что очень важно, друзья, тоже, что можно отнести к ошибкам, это отсутствие алиниметра. Обязательно ставьте алинимер на клиента. Вы должны видеть, кто против вас играет. Кто против вас играет. Поскольку, например, вас 5 или 6 лбов осталось. Против вас остался вражеский фиолетовый статист на Хелкате с 10 тысячами боев на танке. Понятно, он там такой маскированный, он там такой прохаванный, у него там так обзор прокачан, что вы будете светиться все на 444 метра. Только войдете в квадрат возможности подсвета. В этой ситуации правильно стать на базу, взять базу и спокойно выиграть. Может, вы и будете играть аккуратно, подъедете как-то за домами, вплотную к нему выскочите, подсветите его, не дадите ему возможности подсветить вас с дистанции, но союзники будут действовать по большей части бестолково. Поэтому вот именно таким образом нужно действовать. Тут, как вы видите, победа. Давайте смотреть результаты боя, друзья. Итак, результаты боя по большей части заурядные. Мы убили всего-навсего 7 танков противника, не дотянули даже до Редлика, нанесли всего-навсего 1673 урона, выполнили тут 9-ю ЛБЗ на концепта с отличием. Рейтинги эффективности, соответственно, хотя и фиолетовые, в общем-то, ничего выдающегося. Однако, друзья, мы получили замечательную медаль Колобанова. Смотрите, что же касается темы нашего обзора, ошибки игроков World of Tanks. Зачастую они нас раздражают, мы злимся, когда союзники нубят, допускают грубые ошибки. Но, друзья, я смею утверждать, что именно ошибки игроков World of Tanks делают эту игру такой замечательной и такой непредсказуемой, вносят такую интригу в бой. Допустим, команда союзников сыграла бы академически правильно. Я как-то играл на Джексоне, у меня есть обзор, кстати, по этому бою, он так и называется, просто смешной бой. Я играл на Джексоне, на Ласвеле. Команда союзников сыграла академически правильно. В результате турбопобеда в течение буквально 3 минут с минимальными потерями 1 или 2 танка. Ребят, это же скучно на самом деле. А так, союзники, как положено, поехали, упоролись, слились и создали предпосылки для того, чтобы вы себя проявили. Идем дальше. Предположим, противники бы сыграли академически грамотно и правильно. То есть они, имея численное преимущество, стали бы все на захват, дождались бы
когда вражеский статист, то есть я приехал бы и накидали ему и по загривку, и по шапке, и кругом, ну просто-напросто убили бы. Что бы в этой ситуации получил я? Ну, рейтинг эффективности за сбитие очков захвата базы, в лучшем случае защитника, и все. А так, видите, какой интересный и замечательный бой. То есть я хочу отметить, что, в общем-то, нужно и важно анализировать боевые ситуации, вникать в эти моменты. И вот такой подход позволит вам себя проявить, себя реализовать и сделать игру вот такой интересной, непредсказуемой и замечательной. Дальше я хочу сделать небольшое лирическое отступление насчет медали Колобанова. Дело в том, что это вторая медаль Колобанова за этот день. Буквально 5 или 6 боев до этого на КВ-220-2 я получил эту медаль. У меня есть обзор по этому бою. Я поставлю выноску, кликнув по которой вы сможете это все посмотреть. Вот. Кстати, у меня скриншоты, вот буквально вот перед этим скриншот, видите, этого боя. КВ-220 на линии Зигфрида, тоже медаль Колобанова. Так вот, эта ситуация, друзья, демонстрирует действие закона парного случая. Смотрите, я учился в Харьковском авиационном институте и изучал там высшую математику. Так вот, преподаватели по высшей математике говорят, что современная теория вероятности, хотя и признает существование закона парного случая, но не может привести ему никакого рационального логического объяснения. То есть закон этот звучит, что если произошло какое-то уникальное, выдающееся, редчайшее событие, то вероятность наступления повторного возрастает на несколько порядков, то есть в сотни или даже в тысячи раз. Вот даже в авиации нам летчики рассказывали на военной кафедре, что если у летчика было там несколько летных происшествий, даже не по его вине, он навсегда отстранялся от полетов, то есть переводился работать на землю. Ну, в общем, на этом все, друзья. Такой обзор, такой бой. С вами был я, Камелот G. Хороших боев, хороших союзников. До свидания, друзья.